Вот как он к ней, она шипит на него и шипит. Строит мужика, строит. Да. Строишь мужика, да, строишь. Сейчас тебя рыськи будут строить. Так, сейчас пойдут гулять. Красавчики мои. Расскажу вам сегодня историю изюма, потому что понимаю по комментариям, что многие не понимают, там, в чем его особенность, почему он дома остался. Начнем с нуля. Те, кто реально не смотрел и просто случайно попал и не понимает, что за изюм, в чем его изюминка и все дела. Почему он вообще здесь с двумя кошками, почему эти кошки называются его мамами. Причем во множественном числе. Оп. В общем, сейчас небольшой экскурс по рысям. У меня всего было 4 рыси. Начнем по порядку. Это Ханна, самая первая рысь, с которого вообще все началось. Вот Ханиточка, лучшая моя девчонка. Ее я выкармливала соски. Вот она прям с самого начала. Вторая рысь, которая появилась, это Мартин. Мартин это тот... Сейчас я рискую, что на меня сзади прыгнут. Нет? Вторая рысь это Мартин. Он мальчик, он был выкуплен со зверсовхоза. Зверсовхоз — это такие организации, которые выращивают животных на меха. Ну, то есть он должен был быть шубой, но мы его выкупили. Вот, потому что Ханна влюбила в себя просто до невозможности. Я безумно полюбила и прониклась рысями. Это Умка, это не Ханна. Ханна вон. Вот, я безумно прониклась рысями и захотела, ну, прям вот захотелось 2 рысей, захотелось увидеть, какие малыши у них рождаются, как это все происходит. Изюмка. Облепили меня. Вот. И было решено купить Мартина. То есть это, ну, открытая информация, Салтыковский зверсовхоз, вы можете прогуглить, там продаются рыси. Можно купить котенка, можно купить это. Мы покупали осенью. Осень — это уже не сезон для рыси. Дурашка. Осень — это не сезон для рыси, поэтому малыша где-то найти ручного и так далее не было возможности. Ну и плюс это довольно-таки неплохое дело. Я тогда считала, да и сейчас считаю, что вот одна спасенная душа, кошка, которая не стала шубой. По его окрасу очень четко видно. То есть вот животные, которые зоопарковские, они не такие расписные. И Мартин, который растился на шубу. Ой! Вот. В общем, Мартин был второй рысью, который был куплен. С Умкой была очень интересная история. Умочка, это та, которая ко мне подходила. Умочка, она якутская рысь. И с ней была история, заключалась в том, что Умочку нам предложили через знакомых купить в якутском зоопарке. Что вот там родились 2 девочки, не хотите ли вы себе? А учитывая, что мы уже взяли на тот момент Ханну, и мы реально хотели вторую рысь, и на тот момент нам было на самом деле без разницы, будет это мальчик там или девочка, мы типа да, хотим. Это было еще летом разговор, когда Ханна была маленькая. Мы подумали, прикольно будет вместе вдвоем расти. Но получилось так как это официальная организация, официальные поставки и все дела, это все затянулось до зимы. То есть там люди периодически пропадали, еще что-то. А в какой-то момент нам просто позвонили и сказали, завтра приедет рысь. Мы такие, ничего себе. Вот. Ну и подумали, что ладно, пусть приезжает, дальше уже разберемся. Хотя мы не планировали, естественно. То есть у нас уже был Мартин, уже была Ханна, и 3-ю рысь мы не планировали. Но когда мы увидели Умку, я знаю, что здесь многие на канале с этого момента, это был плюшевый... Ой, даже что ты сделаешь? Господи, я про тебя такие радости рассказываю, а ты мне взяла телефон весь. В общем, вот эта прекрасная кошка в себя влюбила, и, конечно, мы оставили ее себе. То есть так появилась 3-я рысь. Оп! Изюм, сразу наперед скажу, ее ребенок. Но Мартин и Ханна так не считают. У меня тут радость. Сейчас будет небольшая предыстория. Помните, я рассказывала примерно, летом я купила себе швабру, которая там с отжимом, которая не нужно руками вот это все делать. То есть там ведро, отжим, все очень удобно. Она прям безумно мне нравилась. Реально крутая швабра. Вот. И я поехала отдыхать когда... Артек упер эту швабру в кошачий дом и отказывается мне отдавать ее. Наконец у меня приехала 2-я. Сейчас вам покажу, если кто не видел, летом пропустил, это просто космическая швабра, потому что, это очень удобно. Она у меня всегда практически стоит с водой, чтобы что-то быстро такое убрать. Вот, и, естественно, как он у меня ее забрал, это стало прям неудобно. А вот эта швабра Easy Clean, кстати, фирма важна, прям очень важна. Я
предыдущем ролике, когда рассказывала про эту швабру, показала, что у меня были они разные. И сейчас, на самом деле, много кто подделывает их, поэтому ищите именно этого производителя, потому что отличается качество пластика, отличается то, что у них стоят ролики, и все это прямо очень быстро, хорошо отжимает и хорошо входит в ведро. Потому что вот все аналоги у меня были более дешевые, хотя там разница в цене не такая большая, но все аналоги, они не такие удобные. А здесь за счет прорезиненной штучки, за счет вот роликов здесь вообще все очень, ну, здесь ролики у них есть, чтобы легко входило и выходило. Все очень круто сделано, поэтому именно эту фирму рекомендую. А еще у них есть, ну, естественно, инструкция, гарантия 12 месяцев и сервисное обслуживание. Очень удобный слив здесь, по которому можно просто открыть и слить. Вот я собрала швабру, она с телескопической ручкой, то есть там можно под рост ее подрегулировать, побольше, поменьше. Сейчас, в общем, коты мне будут помогать. У меня вчера было 4 детей здесь, и даже ничего разливать не надо, чтобы показать, потому что здесь просто какая-то жесть на полу. Это желе, варенье, вообще все грязное. Ну, что я говорила, она просто без затыков входит туда и выходит. Еще щеточка имеется. Ну и, соответственно, на отжим тоже она очень хорошо отжимает. Вот, все, сухая. Ну и что? Поехали за детьми убирать все, что тут произошло. Очень удобно собирать весь мусор, и швабра отворачивается на 360, поэтому можно и под мебелью, и ничего, можно сказать, не отодвигаю. Вот столы, там, диваны, я прям залажу, где можно, где пролазить, где вообще есть какой-то либо проход, и все она убирает. Никуда мне самой подлазить, ничего такого делать не надо. Потом просто туалетной бумагой весь оставшийся такой мусор мелкий убираю. Вот пока кто-то трудится и моет полы, ты что делаешь? Елку разбираешь? Вот покоя ему елка не дает. Я, значит, полы мою стараюсь, а ты елку разбираешь, да? Я, кстати, мою даже ей лестницу, потому что ее вот эта поворотность на 360 позволяет промыть даже ступени. В общем, я ее покупала на маркетплейсах. Я ссылочку обязательно вам оставлю. Смотрите именно Easy Clean. Вот правда, не допускайте моих ошибок, потому что я покупала разные, и это прям небо и земля. Мне кажется, она была создана для этого места, потому что я просто вечером меняю воду, и все. Так вот, все, полы чистейшие, очень быстро. И это реально удобно с ребенком, потому что просто вот она стоит, я взяла, что-то там пролил кто-то, я быстренько взяла, все вытерла, ничего не ждать, и всегда чистота поддерживается. И я прям себя реально как без рук чувствовала, когда эта швабра уехала в тот дом, а таскать как бы ее из того дома. Я ушла, оставила ее там, так что теперь у меня 2. Осталось в рептилийный дом купить, и будет идеально. Слышите, как просится? Я еще не доубиралась. Здравствуйте, снежный. Ой, как вас замело. Как вас замело. Ссылка в описании. Я дальше буду убирать все комнаты, потому что раз уже взялась, хочу убраться. Но очень классно подходит именно для генеральной уборки. То есть, понятное дело, для поддержания. То есть я чисто там достала, что-то вытерла, потому что хорошо микрофибру впитывает. Так у меня еще робот-пылесос катается, но для генеральной уборки без нее вообще никак. Потому что она и плинтуса, и все углы, и все проходит. Очень советую, ссылка в описании. Изюм ребенок... Умки. О, боже ты мой. Идем ребенок Умки и Симбы. Симба — это 4-я рысь. У Симбы тоже интересная история. Он вообще со зверсовхоза, но изначально не я его выкупала. Его выкупила женщина. Он жил у нее в квартире. Оп. Он жил, вот они, получается, мама с папой Изюма. Он жил у нее в квартире.
года 3, наверное, по-моему, да, 3 года. А потом она забеременела, планы у нее поменялись и так далее, и она никуда не могла его деть. Кто, говорю, здесь изначально помнит, каким Изюм ко мне приехал, Симба приехал ко мне, это первое. Второй момент, рысь, которая привыкла к одному человеку, который не подпускает к себе других людей. Я его могу выпустить, он будет гулять, но он не дает себя трогать, и в конфликт с ним я тоже не вступаю, естественно. Ну, получается так, что она не могла найти ему руки, и звонили мне, уже просто умоляли забрать, то, что чуть ли там не усыплять кота, потому что некуда его. Ну, и стало реально тоже его жалко. Тоже обратите внимание, зверсовхоз, какая пушистая шубка. Вот, и я его забрала. В общем, как я уже сказала, он прижился, откормился, вообще все прекрасно, перешел на нормальную еду, там он питался только крылышками и колбасой, по-моему. Но у меня он питается как бы баранина, говядина, ну, всем он питается сейчас нормально, крысами, вообще все ест. Так вот, возвращаемся к Изюмушке, моему. Изюмушка — это сын Умки и Симбы, но Мартин и Ханна с этим не согласны, потому что Ханна его воспитывает примерно с 2 месяцев, нет, с месяца, наверное, я их объединила, и она считает его своим ребенком, она с ним проводит в разы больше времени, чем Умка, она с ним играет, возится, в общем, вот это Ханна мамочка, которая любит ходить на детские площадки, а Умка мамочка, которая любит работать и как бы вообще, типа, ну да, это мой ребенок, я как бы все, что нужно, откормила, сделала, но, пожалуйста, играйте с ним сами. В общем, Ханна уверена, что это ее ребенок, и Мартин тоже уверен, что это его ребенок, либо потому что Ханна его женщина, не знаю, либо по каким-то еще причинам, но Мартин не трогает его. На прямой контакт я, конечно, не пыталась их сводить, Изюмку с Мартином, но тем не менее, когда он мимо проходит, они бодаются, то есть, ну, никаких признаков агрессии нет, то есть он его принимает как своего. Понятное дело, что, конечно, до сезона, потому может поменяться все. Вот почему Изюм остался? У меня, конечно, всегда было в планах Хане, такой тоже предыстория, Хане и Умке уже, ну, всем моим рысям почти 7 лет. И, естественно, я хотела оставить после них продолжение, то есть, понятное дело, что кошки не вечные, я, конечно, верю, что больше 20 лет они у меня проживут, но все же, то есть, они уже практически полжизни живут со мной. Мне очень хотелось от них детей, но я каждый год не решаюсь оставить себе еще, потому что Умка не любит других животных. У нее зоофилия, хотела сказать, но нет. Как это называется? Зооагрессия, господи. Иди, лёжки, кот. Вот, и я все думала, оставить, не оставить. И хотела уже, у Умки родился очень классный котенок, мне он прям нравился. И я хотела его себе оставить. Но в тот момент, когда решила его оставить себе, Изюм был еще под ней. Я была в отъезде, приехала и увидела, что Изюм наполовину лысый, то есть она его вылезала, и я вначале не понимала, в чем дело, что ее так переглючило, ну а потом, когда я его забрала, понятное дело, что такое животное как бы не выжило в природе. Для особо осведомленных никого из них в природу выпустить нельзя, они все выкормыши либо человеком, либо зоопарком, они в природе не выживут, они не умеют сами все это дело, ну они просто к людям придут. Изюм был вылезан, я его забрала, выкармливала, и спустя время поняла причину, почему он был так вылезан. У него происходят периодически приступы, похожие на приступы эпилепсии. То есть Изюм у нас периодически находится на терапии. Сейчас приступы у него практически не повторяются, то есть, по крайней мере, они не такие жесткие. Для человека, который не разбирается как бы в рысях, в их поведении, ну и просто не присматривается, он кажется вполне себе обычным котенком. Но вот если вы посмотрите, когда я даже подходила к Умке, к Хане, они там подходят, нюхают, смотрят на меня, Изюм на меня толком не фокусируется. Он смотрит, видите, сквозь меня, в бок, куда-то. Изюм. То есть он... Ну, знаете, если вы имели опыт общения с особенными человеческими детьми в некоторых проявлениях, то это примерно вот то же самое. Вот у него нет фокусирования на чем-то, нет привязки к человеку, хотя он выкормлен человеком. У него перепады резкие настроения, то есть он может уходить в агрессию, может наоборот такой мягкий быть. У него нету тормозов вообще, то есть он может беситься, бегать до невозможности. Если другая там рысь уже ляжет и будет отдыхать, то Изюм нет. Он будет беситься, бесяловка такая. Не рассчитывай силу укуса до сих пор. Но в целом хороший парень. То есть поэтому он остался у меня и понимала, что ну кому-то доверить, как бы, тем более там продать, понятное дело, нет. Но даже кому-то доверить кота с определенными особенностями и вообще непонятно, с чем у него связано. Ему делали МРТ, ничего это не показало. То есть с чем у него эти отклонения связаны, непонятно. Поэтому он живет
со мной. Постоянно мы мониторим его и анализы, и все. Недавно он был кастрирован, он кастрированный мальчик. Потомство, ну, естественно, такие коты не могут, да, ну, возможно, он бы и мог, но он мог во время спаривания просто, опять же, уйти в эпилепсию и словить приступ, и вообще можно было бы не откачать, поэтому тут опасная такая, опасная история, поэтому, естественно, мы его кастрировали, но и кастрировали еще по той причине, что долгое время я его прощупывала, он казался крипторхом, то есть у него не опускались яички, а это, естественно, тоже показание кастрации. И вот мы недавно его когда кастрировали, во время наркоза, как бы, видимо, из-за того, что он весь расслабился, у него, конечно, слава богу, все это опустилось, нам не пришлось искать непонятно где, но действительно у него яички очень маленького размера, намного меньше, чем должны быть, ну, даже у домашнего кота, не говоря уже о рысе, который весит там уже почти 18 килограмм. Да, кот. Так что вот такая история Изюма, поэтому он остался, поэтому он со мной. И, ну, сейчас у него все это меньше, он уже давно даже ничего не принимал из препаратов. Надеюсь, так будет продолжаться, но все равно все время мы на чеку. Такой красивый парниш получился. Оп, изюмистый изюм. Изюмистый изюм. Разобрался, ел как, а? Ой, и девочек собрал. Изюмистый изюм. Маму ловим. Поймали почти. Оп. Опа. Тяжелый уже. Ой, свои лапы ловишь? Давай. Ой, все, побежали. Оп. Вертухи какие делают. Ай-ай-ай. Ну-ка, догоняй меня сюда. Давай в эту сторону тоже. Дурашка.